Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на этом канале я показываю, как создавать классный декор для интерьера своими руками. Это не совсем обычный выпуск, потому что я делала проект не одна, вместе со своей подругой Дашей. Мы сделали кубики из плитки для своих интерьеров. Это такая трендовая штучка сейчас, и мне вообще нравится эта эстетика. Я бы вообще все обклеила плиткой и жила бы в плиточном домике. И на одном из кубиков я, кстати, сейчас сижу. Но давайте все по порядку. Я начала с того, что построила модель кубика в Revit. Я подгоняла размеры каркаса под полотно мозаики, но я думала, что толщина шва 2 мм, а оказалось, что 3 мм. И я еще покажу, как мы потом решили эту проблему, там было немножко танцев с бубнами. Так что лучше сначала померить саму плитку и уже от ее размеров корректировать каркас. И еще изначально я хотела сделать настоящую тумбочку с двумя выдвижными ящиками, но потом подумала, что хватит пока просто кубика, чтобы понять технологию. В любом случае мы взяли наш проект и отправились в Leroy Merlin закупать материалы. Обычно я заказываю доставку, но здесь нам нужна была услуга распила, чтобы не возиться с этим самостоятельно. Мы выбрали брус 40 на 40, и обязательно нужно смотреть, чтобы бруски были ровными. Мы выбирали достаточно долго и прикладывали к направляющим стеллажей, чтобы проверить дерево на изгиб. В магазине нам распилили брус по нашим размерам. Кстати, весь список материалов со ссылками и PDF-файл с проектом я, как всегда, оставлю для вас в описании, можете ими пользоваться. Распиленные бруски нужно обязательно зашлифовать, я использовала наждачную бумагу. Несмотря на то, что мы долго выбирали бруски, один все-таки попался с трещиной, и детали получились вот такие неровные. Но, в принципе, это не мешает, эта сторона просто останется внутри. Для сборки каркаса мы использовали вот такие металлические уголки. И сажали их на саморезы. Сначала собрали верхний и нижний контур, здесь нужно следить за схемой и размерами, и потом соединили их вертикальными брусками. Можно использовать как шуруповерт, так и отвертку. После того, как собрали каркас, мы его измерили и по фактическим замерам нарезали листовой материал, у нас это ХДФ. Для этого еще раз ездили в магазин. Примерили все стороны и прибили их финишными гвоздями. Некоторые листы пришлось все-таки подгонять, но ХДФ легко режется резаком, особенно если он у вас нормальный, строительный, а не такой, как у меня. На этом каркас полностью готов, и приступаем к самой плитке. Мы выбрали белую и черную. Как я уже сказала, лист с мозаикой оказался немножко больше, чем нужно из-за толщины швов. Тогда я освободила чипы от сетки и решила клеить их при помощи крестиков в 2 мм. Дело в том, что я хотела, чтобы плитка заканчивалась ровно по граням, и затирка была под углом 45 градусов. Я приклеила металлическую линейку на одну грань, чтобы первый ряд был ровным, и примерила плиточки с крестиком, и все сошлось идеально. И потом начала приклеивать всю эту красоту на монтажный клей. Мы не стали использовать плиточный клей, чтобы не размачивать поверхность ХДФ. Или ХДФ, правильно?
Для боковых поверхностей пришлось немножко изменить подход, потому что в высоту они оказались чуть больше. Поэтому я наклеила 2 ряда отдельных чипов и дальше приклеивала полоски на сетке. Получилось ровно, и визуально разница в швах незаметна. В общем, здесь нужно подгонять швы под свой кубик, потому что всегда может быть погрешность в измерении. После высыхания клея достаем крестики. И так как кубики оказались достаточно тяжелыми, мы решили поставить их на колесики, и мне кажется, это было гениальным решением. Прикручиваем их саморезами. Пришло время затирки. Мы выбрали цветную затирку, Даша зеленую, а я лавандовую. Я люблю этот цвет, и в весенней коллекции H&M Home, например, все тоже такое сиреневато-желтоватое. Мы выбрали самую простую цементную, можно взять эпоксидную, но с ней сложнее работать. Замешиваем затирку по инструкции, постепенно вводя сухую смесь в воду. И начинаем затирать. Мы использовали вот такие маленькие шпатели. Вообще-то они для внутренних углов, но мы решили, что на небольшую площадь подойдут. И уже опытным путем мы выяснили, что все-таки удобнее крупный резиновый шпатель. А еще Даша сказала, что снимет на меня разоблачение, если я не скажу правду. Мы затирали эти кубики около 3 часов. В общем, в жизни все получается немножко дольше, чем это выглядит на монтаже. Кстати, цементная затирка очень сильно сушит руки, так что надевайте резиновые перчатки и не повторяйте наших ошибок. После того, как затирка высохнет, ее нужно смыть мокрой губкой много-много раз. Белая плитка оказалась сложнее в плане затирки, так как у нее шершавая поверхность, у черной гладкая. И в течение 24 часов нужно смыть весь налет, который остался на плитке. И давайте посмотрим, что в итоге получилось. Мне кажется, они такие милые и так классно смотрятся вместе, что мне даже жалко их разлучать. Но один из них уедет в свой домик. Изначально я планировала, что мой кубик будет стоять в спальне, но мне кажется, ему и в гостиной очень хорошо, особенно рядом с желтым диваном. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Пишите в комментариях свои впечатления от этого проекта. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в новых выпусках.